Друзья, всем привет! Я летал в солнечный Кипр, но так получилось, что погода встретила меня вот постоянным дождиком. Но Кипр от этого не стал хуже, и тут очень много мест, которые можно посмотреть. В данном видео я вам хочу рассказать о том, как тут вообще можно арендовать автомобиль за небольшие деньги, ну и практически без депозита. Покажу, какой автомобиль выбрал я, расскажу про левостороннее движение и расскажу про аренду жилья. Ну и покажу то, что снял я, да, то есть по какой цене и где. Ну, первое, начнем с аренды на автомобиль. До приезда на Кипр я сначала планировал взять авто в аренду через интернет. Посмотрел на разных сайтах, разные варианты, и везде был депозит, причем депозит огромный, но и не совсем понятные условия. Поэтому я решил посмотреть сразу, что будет на месте, а именно в аэропорту. В зале прибытия очень много разных компаний, которые сдают автомобиль в аренду. Подходите к любой стойке и интересуйтесь за условия. Я сразу подошел к компании Pizzas Rent Car и там арендовал автомобиль. Сначала я хотел выбрать себе какой-то кабриолет, но потом понял, что все эти дни будет дождь, поэтому просто нет смысла. И выбрал комфортный для себя автомобиль. Он небольшой, так как в Ларнаке улицы они очень узкие. Ну и плюс левостороннее движение. И я понял, что лучше взять небольшое и комфортное авто. И мой выбор пал на Kia Picanto. Не знаю какого года, либо 20-го, либо 21-го. По сумме за 4 дня мне вышло 175 евро за все. Я сейчас расскажу, что туда входит и какая сумма мне вернется. Во-первых, стоимость данного автомобиля это 25 евро в день. За 4 дня это 100 евро аренды, 20 евро отдельно это за их сервис, то есть 120 евро. И 55 евро это депозит, который мне вернется, когда я сдам автомобиль. И в сумме аренда получится 120 евро за 4 дня. Это, как по мне, неплохо. Ну и, конечно же, отдельно вы оплачиваете бензин. И хочу вас сразу предупредить, что их левостороннее движение, оно очень неудобное для нас. Первые ощущения, куда ты не повернешь, такое чувство, что ты выезжаешь просто навстречку. Я ориентировался по другим автомобилям и просто вначале ехал за ними. К сожалению, Apple карты тут нормально не работают, да и Google карты меня не очень устраивают. Особенно, когда навигатор вам говорит поверните налево, а по карте ты видишь, что тебе нужно повернуть направо. Со временем, конечно, привыкаешь, но все же мозг постоянно работает и думает, чтобы все было правильно и аккуратно. Если вы плохо водите автомобиль у себя на родине, тут брать в аренду машину не рекомендую. Подведя итог, арендовать автомобиль очень дешево, и просто, и не нужно давать какие-то депозиты. Хочу упомянуть о парковках. Парковки здесь платные. Парковки по городу с максимальной стоянкой до 2 часов стоят около 2 евро, в зависимости от времени. Везде стоят паркоматы, и если вы не платите за парковку, то авто могут забрать. Но есть и частные стоянки, где я ставлю автомобиль на ночь, и мне выходит 2,5 евро в сутки. Начинаем мы свой путь по Кипру с города Ларнака. Почему именно этот город? Все очень просто. Прямой рейс с Киева в Ларнаку, который длится 2 часа и 50 минут. Остров не слишком большой, и, например, с одного конца Кипра в другой можно доехать всего лишь за 2 часа пути на машине. Поэтому мне не важно было, в каком городе остановиться. К сожалению, поплавать в море не удалось, поскольку все эти дни погода была не солнечной, а местами даже был ливень. Но это только плюс, потому что за последние года 2 я очень полюбил дождик, и мне нравится, когда пасмурно. А еще с видами, которые на Кипре, это вообще чудесно. По туристическим меркам Ларнака самый простой курорт, поэтому сюда можно направляться на морской отдых даже с небольшим бюджетом. Местные пляжи – это широкая лента побережья с идеальной чистотой, широкой инфраструктурой и безупречным сервисом. Мягкий климат и гостеприимство горожан гармонично дополняют эту идиллию, превращая Ларнаку в курорт-мечту, куда стремятся попасть многие, вероятно, и вы тоже. Итак, давайте представим, вы прилетели на Кипр и остановились в Ларнаке. И думаете, куда пойти этим вечером, что посмотреть и где выпить вкусный коктейль или аппетитно покушать. Однозначно это набережная Финикудес. Я прихожу туда каждый раз, когда прилетаю в Ларнаку. Во-первых, большой выбор ресторанов, во-вторых, рядом море и чистый воздух. Прийти сюда лучше пешком, а машину можно оставить на ближайшей парковке, которая расположена рядом с набережной.
Набережная Фини Кудес является визитной карточкой Ларнаки, и в 1922 году по инициативе градоначальника на улице, которая проходит вдоль берега Средиземного моря, высадили целую аллею финиковых пальм. За прошедшие годы деревья подросли, и променад стал излюбленным местом у туристов и горожан. А самое удивительное, что в одном месте удалось собрать все то, что нужно туристу на отдыхе. Главная достопримечательность Ларнаки – это церковь Святого Лазаря, которая находится рядом с набережной. О ней сейчас подробнее расскажу. А еще прекрасный вместительный пляж тянется вдоль всей набережной, от городского форта до причала с яхтами. Кстати, друзья, на Кипре практически на каждом углу растут деревья с апельсинами, и прям можно подойти и сорвать апельсинку. Как она вкусно пахнет. Просто замечательно, спелая апельсинка. А теперь давайте поговорим про церковь Святого Лазаря в Ларнаке. Это действующий православный храм Кипра, чья история неразрывно связана с событиями второй половины жизни Святого Лазаря из Вифании, друга Иисуса Христа. Эта церковь в наши дни заслуженно считается одной из визитных карточек Кипра, поскольку известна она далеко за пределами острова Кипр и является одним из мест массового христианского паломничества. Это одна из самых древних, красивых и значимых церквей острова. Лазарь, друг Иисуса Христа, был родом из Вифании, город неподалеку от Иерусалима. Вся семья Лазаря была дружна с Иисусом, а сам он нередко гостил в доме Лазаря. Из Священного Писания мы узнаем о том, что Лазарь был мучим тяжелым недугом несколько лет, а в возрасте 30 лет Лазарь скончался, сломленный болезнью. Сестры Мария и Марфа отправили весть об этой трагедии Иисусу, но тот по какой-то причине не поспешил в Вифанию, сказав: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». И только на 4-й день Иисус в сопровождении своих учеников пришел к могиле Лазаря и явил чудо, воскресив его. Чудо воскрешения прославило Иисуса, но разозлило фарисеев. Дело в том, что учение Иисуса было фактически противопоставлено воззрениям и принципам фарисейской школы. Гнев фарисеев после распятия и вознесения Иисуса был направлен на его последователей, и в частности на Лазаря как живого свидетельства чуда Божьего. После воскрешения Лазарь, спасаясь от преследований фарисеев, переезжает на Кипр. Здесь он встречает апостолов Варнаву и Павла, прибывших на Кипр нести Слово Божие, и становится одним из первых епископов Кипра. После своего воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и второй раз умер в 63 году в возрасте 60 лет на Кипре. Так, друзья, мы с вами были в Барселоне. Наша любимая рубрика — это тест-драйв Макдональдса. Ну, тест-драйв можно так сказать, просто тест. Там мы заказывали с вами с котлетой, с мясом, да, говядина, по-моему, какая-то. А здесь сейчас на Кипре я заказал очень интересное у них меню. Во-первых, у них есть разные роллы. Непонятно, что это за роллы, сейчас будем пробовать. Это у нас креветочки, а вот это роллы. Ну, это я заказал обычные делюкс, бургер, меню картошка, барбекю соус, кола, пива, к сожалению, у них нету, креветка и вот эти вот роллы. Вот интересно, что это за роллы, я так понимаю, что они какие-то овощные. Значит, смотрите, здесь они овощные. Это как блинчик идет, тесто, а внутри, вот честно, один в один наше рагу с вами. Вот овощи, лучок, морковочка, какой-то перчик. Ну, прикольно, в принципе. Чисто для веганов пойдет. Потому что, насколько я знаю, в Украине ж нету еще веганского Макдональдса, но планируют его сделать. А здесь уже есть. И есть, кстати, бургеры веганские. Реально вкусно. Сейчас попробую бургер. Но здесь на внешний вид выглядит все намного лучше, чем в Барселоне. В Барселоне мне внешний вид не понравился. Креветочку одну. Креветки очень вкусные. Не такие даже, как в Украине. Очень вкусные креветки. Кстати, вот это меню, значит, бургер
колой и с картошкой. Роллы и креветки с соусом обошлись в 11,50, то есть 11 евро и 50 центов. А в Барселоне намного меньше было меню, но обошлось, по-моему, в 13 евро с таксой, то есть с налогом. Ну, давайте попробуем бургер. Давай посмотрим вообще, как он выглядит. Горяченький. Ну, много всякой зелени, помидорки, сыр, котлета. В принципе, все. Ну, ничего особенного. Картошку еще не пробовал. Картошка сильно сухая. Угу. У нас она обычно такая, знаете, толстенькая, беленькая. Внутри чувствуешь ты теплую картошечку, а здесь она, видите, какая тоненькая и сухая. Ну, кушать можно. Кстати, друзья, хотел вам показать, вот, например, смотрите, апартаменты на Кипре в Ларнаке, да? То есть можно взять в таком, как бы, доме ЖК 58 тысяч евро, 65 метров квадратов, один one bedroom, 85 тысяч евро. Есть дальше в таких 2 bedroom, то есть так как 2 комнаты считать, 150-140 тысяч евро. Есть дома вот такие, 1 870 000. Есть вот такой, 6750. Но цены, как на апартаменты однокомнатные, я не могу сказать, что сильно дорого. Для Кипра, вообще для Европы, типа, это довольно-таки нормальная цена. Если мы говорим про Барселону, то Барселона стартует где-то от 80-90 тысяч евро за одну простую какую-то квартирку. Вот есть просто землю, если вы хотите купить. 69, да, тысяч евро, 80 тысяч евро. Вот еще такие апартаменты, 118 тысяч, в принципе, неплохо. Красивенько так сделано. Такие вот домики. В общем, кто ищет себе, где купить квартиру, чтобы иногда жить там, не в сезон, например, там в Киеве или в Москве, можно спокойно здесь покупать. Здесь хороший климат, хорошая погода, дешевая еда и очень много русских людей. Главная площадь Ларнаки расположилась в центральной части курорта, поблизости от проспекта Афины. Вокруг просторной площадки находятся исторические постройки, в основном здания, датируемые концом 19 века. Сооружения возводились по приказу администрации Британии. Сегодня здесь можно изучить здания таможенного бюро, различные подсобные помещения, склады, порт и многое другое. Внимание сразу привлекает фонтан круглой формы, установленный ровно по центру. Вода начинает пульсировать только строго в отведенное время и преимущественно вечером или ночью. Здесь разместился знаменитый памятник, посвященный великому философу, родившемуся на местных землях, Зенону. Изначально гений был простым морским торговцем, а затем стал одним из великих мировых умов. Именно ему мы обязаны основанием стоической философской школы. Самые большие городские массовые гуляния, торжества, праздники, Новый год проходят на этой площади. В центре устанавливается огромная сцена, елка, на которой дают концерты местные мировые знаменитости. Поблизости построено много кафе и ресторанов, где можно вкусно перекусить. В общем, каждому, кто прилетит в Ларнаку, советую посетить данную площадь. Что, друзья, у нас сегодня такой маршрут. Мы с Ларнаки едем в Лимассол. Это город, который находится 100 километров. Да, 100 километров где-то от Ларнаки. И через Лимассол потом едем в Пафос. Постараемся вам показать эти два города, если получится. Дай бог, конечно. Какие там есть виды, какие достопримечательности. И чем вообще эти города отличаются. Вот Ларнака и Пафос. По фотографиям это вообще абсолютно разные два города. То есть в Пафосе там больше, конечно, тусовочный город. Ларнака чисто спокойный, куда в основном все прилетают. С семьями, там, с детьми и так далее. А вот Пафос это тусовочный город и плюс там какие-то красивые виды. Так что не переключайтесь и смотрите.
Мне очень понравился город Лимассол, он находится на южном побережье Кипра, и ехать к нему от Ларнаки примерно 50 минут. Лимассол относительно небольшой курортный город с низким уровнем преступности. Опасных для туриста улиц здесь нет, а само деление на районы весьма условно. Определяется оно не географией населенного пункта, а скорее удобством его гостей. Центральный район – место основных исторических и архитектурных достопримечательностей. Здесь находится старый город. Самые красивые места в этом районе – это улица Агио Андрео, Университетская площадь с множеством ресторанов и кафе. Здесь же находится и главная торговая улица Лимассола, Аниксартисиас, с множеством магазинов и бутиков. Население Лимассола более 235 тысяч человек. 70% из них это греки-киприоты, около 20% составляет русскоязычное население, выходцы из стран постсоветского пространства. Здесь также проживают экспаты, турки, англичане, румыны, болгары и филиппинцы, а также армянская диаспора, 0,5% населения. Что, на мое мнение, нужно сделать туристу в Лимассоле? Первое – это исследовать город на велосипеде. Множество специальных веломаршрутов позволяют побывать практически во всех уголках Лимассола. Второе – это заняться водными видами спорта. Особенно популярны здесь кайтсерфинг, виндсерфинг, водные лыжи и дайвинг. Третье – это посвятить день посвящению городских музеев, а они здесь на любой вкус. Народного искусства Кипра, археологических, классических или исторических автомобилей, вина, воды, рожкового дерева и другие. Четвертое – полюбоваться главными историческими достопримечательностями Лимассола, замком Колосси, развалинами древних городов-государств Куриана и Аматуса, Лимассольским замком. Пятое – устроить рейд по тавернам и ресторанам города, чтобы отведать мезе, ассорти из 20-30 мясных или рыбных блюд, которые подаются с соусом, кефтедес, мясные котлеты с мятой, и халуми, очень нежный козий сыр. Шестое – отправиться на прогулку по красивой набережной Молос и зайти в старый порт Лимассол. Здесь можно посидеть в уютном кафе или взять на прокат прогулочное судно, чтобы отправиться в мини-круиз или на рыбалку. И седьмое – побывать на самых веселых вечеринках в барах и в клубах на площади в центре старого города. Или провести ночь в лучших тусовочных местах под открытым небом – Гуаба Бич Бар, Бриз Саммер Клаб и гламурном Дольче Клаб. Лично для меня Лимассол – лучший город Кипра. Так, сейчас мы на колесе обозрения, это в Лимассоле, город Лимассол. Ярмарка, много всяких сладостей, ресторанов, кафешек здесь. Кстати, яхт очень много. Ну и народа так немало. Очень много людей. Да, друзья, тоже очень немаловажный момент. Знайте, что если у вас нет вакцины, то вы не сможете здесь не сидеть в ресторанах, не отдыхать в ресторанах, не быть в клубе, не танцевать, не веселиться. Да в принципе вообще вас даже в Макдональдс посидеть не пустят. Здесь обязательно все должны делать вакцину. На улице сидеть можно, да, либо взять это все с собой. То есть вы можете взять Макдональдс с собой, вы можете пиццу взять с собой, типа заказать и покушать. Ну, как бы это приветствуется. Но внутри заведения это нельзя делать. Да, еще момент по поводу тестов на ковид. Знаете, что для того, чтобы вам прилететь в Кипр, вам нужно до вылета сделать тест на ковид. Потом по прилету, сразу в аэропорту, вам делают тест на ковид. Но этот тест стоит 15 евро за одного человека. Знаете, это дополнительные расходы, 30 евро. Как оно выглядит, вот здесь будет сейчас фотография, вы увидите, как плюс-минус это выглядит, какие там очереди и так далее. По поводу еще, да, не забывайте о том, что вам нужно что-то купить родным, близким, друзьям, какие-то подарки. Здесь есть большой выбор, цены как бы недорогие, смешные, абсолютно куча разных вариантов, что можно купить, что можно подарить. За этого не переживайте, с этим в принципе проблем нет. И что я хотел сказать напоследок, друзья, приезжайте, конечно, в Кипр, я советую вообще всем летать, отдыхать, пока есть такая возможность, потому что когда приходит время, вы уже старенький, вы думаете, вот я дурак, нигде не был, ничего не видел, и вся жизнь прошла даром.
Поэтому, друзья, отдыхайте, не бойтесь, путешествуйте и наслаждайтесь жизнью. Ребятки, это была только первая часть видео о Кипре. Во второй части я вам покажу жилье, которое я арендовал за 145 евро на 4 дня. Покажу город Пафос, в котором тусуется молодежь, а также расскажу о своих впечатлениях о Кипре. Поэтому обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить вторую часть. И ставь лайки, а также пиши в комментариях, где бы вы хотели отдохнуть или пожить. Возможно, эту страну я сниму в следующий раз.